Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю итальянскую фокаччу на закваске без дрожжей, с сыром и вялеными томатами. Фокачча получается такая вкусная, тесто очень пористое, с дырочками. Рецепт невероятно простой, я подробно все рассказываю, а как сделать закваску у меня есть отдельное видео на канале. Я обязательно оставлю на него ссылку в описании. Сказать, что это вкусно, это просто ничего не сказать. Это великолепно. Обязательно приготовьте, не бойтесь готовить на закваске. На самом деле все очень просто, и вы удивитесь, какая выпечка у вас будет получаться потрясающая. Как приятно съесть кусочек такой фокаччи. Итак, сейчас я приготовлю опару для теста. Опару на закваске. Я достала мою закваску, которая спала в холодильнике. Вот видите, как она сейчас выглядит. И я сейчас буду делать опару и, соответственно, буду обновлять закваску. Я добавляю 3 столовые ложки муки высшего сорта. И добавляю 1 столовую ложку цельнозерновой муки. И теперь я добавляю воду. Воду я также добавляю на глаз. И хорошо перемешиваю. По консистенции закваска должна получиться как густая сметана. Я хорошо активно перемешиваю, чтобы насытить закваску кислородом. Посмотрите сейчас, какая консистенция закваски у меня получается. Как густая сметана. Сразу скажу, у меня здесь в стакане было примерно 100 мл воды. И вот немного еще осталось. Как видите, я добавила 4 столовые ложки всего у меня было муки и чуть меньше, чем 100 мл воды. Оставляю постоять часа на 4. Вообще, конечно, в зависимости от того, насколько активная закваска, она может подниматься и быстрее, и медленнее. И также зависит все от температуры в помещении. Чем теплее температура в помещении, тем быстрее поднимается закваска. Итак, я просто вот таким образом прикрываю крышку, плотно ничего не закрываю. Вот так прикрываю и оставляю на 3-4 часа. Уже подошедшая опара. Видите, она сейчас на пике активности. Она очень приятно пахнет, замечательно. Очень важно ориентироваться по запаху. Закваска должна приятно пахнуть. В миску я вливаю воду. У меня здесь получается 520 мл воды. Теперь я добавляю мою чудную закваску. Посмотрите только, какая она красавица, как она пузырится. Мне ее понадобится 150 граммов. Плюс-минус, если будет чуть больше, не страшно. Посмотрите, как она плывет. Многие проверяют готовность закваски. Если она плывет, значит все хорошо, значит она полностью готова. 150 граммов. Вот эту закваску, которая у меня здесь сейчас осталась, опару вернее, уже можно сказать, что это сейчас уже закваска обновленная. Она сейчас на пике, в таком виде отправить в холодильник и потом уже использовать в следующий раз, когда вы будете печь хлеб. Теперь в миску я добавляю соль и добавляю мед. Можно добавить немного сахара вместо меда. Но на меде закваска, вот тесто на закваске подходит намного быстрее и лучше. Немного перемешиваю. Теперь просеиваю 600 граммов муки, белой пшеничной муки высшего сорта. Я готовлю фокаччу именно всегда на белой муке, хотя у меня закваска с добавлением цельнозерновой. Если вы хотите, конечно, можно добавить и цельнозерновую муку. Я добавляю сразу всю муку и замешиваю тесто. Сначала все немного перемешаю ложкой, а затем уже домешу руками. Тесто здесь получается довольно жидкое. Ложку убираю и домешиваю вот таким образом руками. Слишком сильно ничего вымешивать не надо. Просто надо, чтобы как бы получилась такая однородная масса. Вот таким образом, работая с тестом, оно хорошо вымешивается. Я его вымешиваю минуты 3-4, не больше. И посмотрите, тесто такое получается вязкое. Оставляю тесто, чтобы оно бродило. Закрываю низ. Вот у меня такая шапочка для душа, новая, естественно. Закрываю сверху полотенцем и оставляю таким образом тесто постоять примерно час-полтора. Ну, обычно я оставляю на час.
Посмотрите сейчас, как выглядит тесто. И теперь пришло время его растягивать, делать ему такую обминку, вытягивая. Я беру воду, руки смачиваю водой и тесто начинаю вот таким образом вытягивать. Чем более жидкое тесто, тем чаще его можно вытягивать. Я это буду делать каждые 20 минут. И сделать таких вытягиваний надо 4-5 раз. Я вот так прохожусь по кругу. Тесто такое нежное, очень приятное. Снова закрываю миску и оставляю тесто минут на 20. Буду вытягивать тесто второй раз. Посмотрите, уже на поверхности видны вот такие пузыри. Тесто просто великолепно бродит. Опять-таки руки смачиваю водой и вытягиваю тесто. Вытягиваю и складываю. Снова закрываю и оставляю минут на 20-30. Растягиваю тесто третий раз. Посмотрите, пузыри. Оно очень хорошо тянется и невероятно нежное получается. Но это тесто очень липкое, поэтому, конечно, пользуйтесь водой. Видите, какое оно живое. Вытягиваю тесто последний 4-й раз. Если хотите, конечно, можно его еще повытягивать, еще один раз. Но у меня уже больше нет времени, поэтому я вытягиваю 4 раза. Оставлю его сейчас постоять еще на 20 минут и уже переложу его в форму. Я буду делать одну большую фокаччу. Из этого теста также можно сделать 2 фокаччи, но более плоские, не такие большие. Я же люблю, когда фокачча получается такая достаточно высокая, чтобы в ней были видны вот эти поры. У меня на канале, кстати, уже есть несколько рецептов фокаччи, которые я готовила на дрожжевом тесте. Сейчас эту форму, она у меня размер 32 на 24 сантиметра, я хорошо смазываю оливковым маслом. Наливаю оливковое масло прямо так обильно на дно формы и промажу немного тоже бока. Фокачча любит оливковое масло. Тесто готово. Сейчас буду перекладывать его в форму. Руки я вот так вот немного смазываю маслом тоже и выкладываю тесто. Посмотрите, оно фактически перетекает. Само все выходит из миски. Итак, я сейчас руки вот здесь вот смазываю маслом и вот таким образом тесто распределяю по форме. Вот такими легкими движениями растягиваю его. Форму закрываю пленкой. И теперь я все отправляю в холодильник минимум на 12 часов. Можно это тесто оставить в холодильнике и на сутки. Должно пройти холодное брожение теста. Тогда фокачча, хлеб, получится очень вкусный и полезный. Тесто у меня часов 20 стояло в холодильнике. Посмотрите, как оно сейчас выглядит. Оно увеличилось в объеме. Даже в холодильнике появились вот такие пузыри. Сейчас я форму с тестом оставляю при комнатной температуре часа на 1,5-2. Снова закрою все пленкой. Пленку поменяю, так как она сейчас получается влажная от конденсата. И накрою сверху полотенцем. В фокаччу можно добавлять самые разные добавки. Я сегодня буду использовать сыр моцарелла и вяленые томаты. У меня здесь небольшой кусочек сыра весом примерно 100 граммов. Разрежу его на кусочки, на такие небольшие брусочки. И также порежу вяленые томаты. Кстати, рецепт вяленых томатов у меня есть на канале. Они очень легко готовятся. Я обязательно оставлю ссылку в описании. Томатов берите столько, сколько хотите. И сыра тоже. В общем, добавляйте все по своему вкусу. Томаты тоже я немного порежу. Вообще начинки для фокаччи могут быть самыми разнообразными. Это может быть и жареный лук, и свежие помидоры, и розмарин. Веточки розмарина можно добавить. В общем, все, что вы любите. У меня прошло примерно 2 часа. Посмотрите, как великолепно выглядит тесто. Сейчас сюда я буду добавлять сыр и вяленые томаты. Как видите, у меня здесь достаточно много масла. Я наливала его на дно формы. Сейчас пальцы я прямо в масло окунаю. Если у вас недостаточно масла вот по краям формы, значит тогда просто возьмите отдельно немного растительного масла и хорошо окуните пальцы в масло. И делаем вот такие углубления. Тесто просто живое. И теперь сверху я выкладываю сыр и вяленые томаты. Прямо вот так вот немного все вдавливаю в тесто. Добавила сыр и теперь добавляю томаты. Также их немного вот таким образом утапливаю.
Посмотрите, тесто просто пузырится. Оно такое нежное. Итак, сейчас я все отправляю выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму с тестом я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Фокачча испеклась. Выглядит она просто великолепно. Я проверяю готовность зубочисткой. Тесто готово. Пока фокачча горячая, ее сверху присыпаю солью и орегано. И также слегка смажу оливковым маслом. Фокачча очень любит масло. И сразу корочка сверху станет мягче. Я сейчас фокаччу аккуратно достану на решетку. Вот такая красавица получилась. Оставляю ее немного остыть. Хотя, конечно, хочется ее сразу попробовать горячей. Фокачча немного остыла, и я ее сейчас разрежу, потому что ждать, когда она полностью остынет, нет никаких сил. Посмотрите, какая она получилась внутри. Здесь много вот таких замечательных дырочек, и она такая нежная, пропитанная оливковым маслом. Это невероятно вкусно. Как приятно съесть кусочек такой фокаччи. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще больше быстрых и вкусных рецептов. Всем пока!